Hi everyone, с вами Ева Лорман, я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. И сегодня тема «Как избавиться от выпадения волос». Честно говоря, я сначала думала вот так снять этот ролик. Ребята, вот оно самое крутое средство от выпадения волос. Я всегда его советую своим клиентам. Выглядит это, конечно, как сама практичность с легкой примесью рекламы. Ну а как без этого? Как можно говорить о средствах, не показывая их? Поэтому я решила, что пофиг, взлетаем. Всем мил не будешь, умные поймут. Выпадение волос – это естественный процесс, но при условии, что в день выпадает не больше 30 штук. Поэтому прежде чем паниковать, нужно посчитать, сколько волос выпадет в день. И да, я ничего там не курю. Подсчет волос в день – это всемирно известная практика по определению, есть у вас проблемы с этим или нет. Честно сказать, эта цифра недавно была увеличена до 100 штук. Вот я с этим совсем не согласна. Мы когда учились еще во времена СССР, нам говорили цифру до 30 штук. Вот с этим я согласна. То есть я считаю, что действительно норма до 30 штук в день. Тогда можно как бы не переживать. Потому что у волос есть свой жизненный цикл. Они определенное время, фигурально выражаясь, живут, отпадают. На их месте зарождается новый волос. Опять растет, опять живет, отпадает. И вот это все и есть жизненный цикл волос. Когда я сижу на посту или на голодовках на каких-то, у меня вообще практически перестают выпадать волосы. Информация к размышлению. Вообще не грузитесь. Все гораздо проще и банальнее. Для этого нужно обязательно посмотреть на строение волоса. Фолликул – это волосяной мешочек, в котором расположен корень волоса. Луковица волоса – расширенное основание волоса. Волосяной сосочек – соединительно-тканное образование, плюс кровеносный сосуд и нервные окончания. Ну и стержень волоса – это его видимая часть. Так вот, причина выпадения волос – волосяной сосочек. Маленькая такая штучечка, которая снабжает луковицу питанием. А он настолько маленький, настолько тоненький. И если вдруг он начинает барахлить, то считайте, вопросы будут со всей вот этой вот структурой. То есть вот эта штучечка маленькая, которая снабжает волосы кровью. Это же элементарно, Ватсон. Это мое мнение. Включаем профессора всяческих наук. Интернет пестрит огромным количеством. А гормоны, а то, а сё. Ребят, я ведь тоже изучала эту проблему не один год. Я интересовалась. И по сей день, кстати говоря, я интересуюсь этим вопросом. Даже ваши гормоны, это тоже привлечет к проблеме в кровеносной системе. Для некоторых зрителей я выгляжу примерно так. Когда вы начали разбираться в ядерной физике? Вчера. В общем, причину я уже вам сказала. И сразу можно сказать, что, ребята, на поверхности ответ. Массаж головы, надо массажировать кожу головы. Вот это все надо делать, и все получится. Вы знаете, как показывает моя практика, мы настолько ленивы. Что бы я ни говорила, даже своим клиентам, я им могу выдавать вот так вот на ура кучу рецептов. И когда заканчивается наш диалог, они смотрят на меня с такой надеждой, а что-нибудь попроще. Волшебная таблетка. Одна из волшебных таблеток в этом вопросе – это, друзья мои, опять же, никотиновая кислота. В большинстве аптек продается именно вот эта никотиновая кислота фирмы Renival. Дело в том, что уже у меня были 2 видео про выпадение волос после перенесенных заболеваний, и я тоже там говорила про никотиновую кислоту. Но это было сказано вскользь, и судя по комментариям, я поняла, что этот продукт, он совсем недооценен. В моей практике, когда мои клиенты обращаются ко мне с вопросом, что же может мне помочь быстро, я всем говорю: никотиновая кислота. Это давно, очень давно известное средство. Ее открыли еще в 1867 году. Это витамин В3 или витамин ПП. Этот витамин буквально единственный спас от такого заболевания эпидемия пелагры. Ну, в общем, кто не знал до этого, что никотиновая кислота это и есть витамин ПП или В3, я вас поздравляю. Я об этом тоже узнала лет 15 назад. В общем, это средство известно давно. И даже если оно вам конкретно неизвестно или не нравится его название, то это не умаляет его достоинства. А они есть. Ребята, они есть.
Что делает никотиновая кислота? При нанесении на кожу никотиновая кислота расширяет периферийные кровеносные сосуды, усиливает кровообращение, улучшает транспортировку кислорода, усиливает в тканях процессы обмена веществ, что препятствует выпадению волос и стимулирует их ускоренный рост. Что я могу подтвердить из личного опыта? Никотиновая кислота приостанавливает облысение. Постэффект: волосы становятся более здоровее. То есть они блестят, они выглядят более шелковистыми. И, кстати, обращаюсь к тем, у кого появилась ранняя седина. Или вы видите, что она у вас просто неожиданно появилась, и она увеличивается и увеличивается. Никотиновой кислотой вы можете остановить этот процесс. То есть никотинка поддерживает нормальную пигментацию волос. И это и есть профилактика седины. Никотиновая кислота пробуждает спящие луковицы. Это тоже очень-очень важный момент, потому что спящие луковицы – это и есть в большей степени причина редкости волос. В общем, скажу так, чем раньше вы начнете это делать, профилактику седины, выпадения волос, тем быстрее вы получите эти результаты. Выглядит это вот так. Это ампулы с содержанием в них прозрачной с жидкостью. Очень простое применение. Кстати говоря, это, наверное, один из огромнейших плюсов, как ей пользоваться. Вот она, ампула. У нее есть вот такой наконечник. Мы его откручиваем. Все, флакончик готов стартовать. Вот она капает. И вот, смотрите, я даже без зеркала, без ничего наношу ее себе на кожу головы. Очень легко это делается. Делаем, скажем так, проборы. И проводим по пробору и немножко надавливаем, чтобы вы почувствовали, что жидкость какая-то появилась в этом месте. И примерно через сантиметр просто вот так проводим. Немного надавливаем. На свою голову я делаю 2 ампулы, хотя производитель говорит, что и одной будет достаточно, но я люблю, чтобы прям совсем кожа была увлажнена. И вот эти все действия, это делается просто за 5 секунд, просто за 5 секунд. Что может с этим сравниться? Я даже не знаю, что может быстрее быть, чем вот эта процедура. И, естественно, сзади то же самое. Делаем через сантиметр примерно, прям по коже головы этим кончиком. Все, даже прическу не испортила практически. Все, можно идти на работу. Вот в этом и плюс этого средства. Это средство не смывается, можно идти буквально на работу или делать это перед сном. Можно помассировать, чтобы распределить жидкость по коже головы. Какие ощущения? Чувствую небольшое жжение, потепление кожи головы. Но в аннотации так и написано, что будет небольшое жжение. То есть не нужно этого бояться. Я когда читала комментарии, что «Ой, она жжет, у меня на нее аллергия». Ребята, читайте аннотацию. Оно присутствует практически у всех. Через 15 минут это жжение прекращается. Это как раз говорит о том, что у вас начинает улучшаться микроциркуляция крови. Меры предосторожности. Самое простое, это нужно проверить препарат на чувствительность. А производитель говорит, что нужно нанести препарат вот сюда, для того, чтобы выявить индивидуальную непереносимость в виде отечных реакций. Это очень-очень редко происходит. Особенно рекомендую никотинкой пользоваться после острых респираторных заболеваний, потому что волосы выпадают после ОРВИ по той же причине: густой крови, плохого кровоснабжения луковицы, и все. Этого достаточно будет для того, чтобы волосы отвалились. Курс применения 1 раз в 3 дня. Рекомендуемый курс 14 процедур. Вы знаете, я думаю, что будут такие люди, которые скажут: я это делала, мне она не помогла. По поводу того, что у кого-то это срабатывает, у кого-то нет, все зависит от толщины кожи, ребята. Она тоже у нас у всех разная. Тонкая кожа сработает быстрее, толстая кожа сработает не так быстро, как у предыдущей категории. Поэтому тоже надо на это обращать внимание. Волосяной сосочек, он не на поверхности кожи находится, он в глубине, и до него нужно еще долезть.
Считаю у никотиновой кислоты сплошные плюсы. Минусов я даже и не знаю. Она стоит еще, кстати, бюджетно. То есть это не какие-то заоблачные деньги за такую процедуру. То есть вполне себе доступный препарат. Удобный в применении и действительно работающий. Кстати говоря, я когда-то изучала проблему облысения у мужчин, и я могу вам сказать, очень много перечитала на эту тему информации. И в конце, как заключение, даже на гормональном уровне тестостерон перерождается в альфа-редуктаза и так далее. Там очень сложный процесс, но неважно. Самое главное, наличие этого гормона, повышенное его количество, приводит к сужению кровеносных сосудов. Понимаете? Даже этот самый распространенный вид облысения по мужскому типу, это тоже результат именно кровоснабжения. Голый вывод. Вы знаете, что еще для меня в этом самое прикольное, то что это не нужно собирать, настаивать, варить, выжидать определенное время с пакетами на голове, а потом еще умудриться как-то это все смывать. Я не умаляю достоинств народной медицины, абсолютно нет, вообще. Просто я к чему это говорю, что есть время, пожалуйста, можно и народными средствами это делать, но у большинства просто нету этого времени и желания, кстати, тоже. Поэтому вот вам одна из волшебных таблеток. Если кто-нибудь скажет, что нужно при выпадении волос идти к врачу, то я полностью с вами согласна. Идите, конечно же. В общем, друзья мои, вот вам одна из волшебных таблеток. Я честно скажу, я пользуюсь ею регулярно. Когда я читала комментарии под видео про выпадение волос, я была поражена. Боже мой, рецепты вот такого размера пишут. Это что-то невероятное. Я считаю, что наши люди непобедимы. Настолько много рецептов, настолько много составляющих в некоторых рецептах. Я своих клиентов порой не могу на никотинку уломать, что типа купите, да сделайте себе. Многие рецепты из народной медицины, да, имеют место быть. И я обязательно сниму на этот счет ролик. Почему я разделила эти все варианты по выпадению волос? Потому что вот этот вариант, он самый простой. Самый простой и не затратный, ни времени затратный, ни бюджетно затратный. То есть это то, что можно вот просто сделать здесь и сейчас. Не надо варить, ничего настаивать и так далее. Первая волшебная таблетка. Подписывайтесь на мой инстаграм. В инстаграме я стала выпускать небольшие видеоролики с ответами на ваши вопросы. Ссылка на инстаграм в описании. На сегодня все. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Их такое огромное количество. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.